Идеальные улыбки участников группы BTS скрывают за собой годы невыносимой душевной боли. Преданные фанаты видят лишь блеск софитов и невероятное богатство самых популярных парней планеты. Но никто не задумывается, какую страшную цену заплатили их семьи за этот мировой успех. Кто из этих кумиров вырос в полной нищете, голодая ради своей несбыточной заветной мечты? А чьи влиятельные родители пытались безжалостно сломать амбиции сына, считая музыку ужасным жизненным выбором? Сегодня мы сорвем все маски и расскажем самые мрачные тайны семей легендарных корейских айдолов. Приготовьтесь узнать шокирующую правду, от которой у многих преданных поклонников наворачиваются слезы на глаза. Начнем с самой болезненной и жестокой истории, которая навсегда оставила огромный шрам внутри Юнги. Будущий всемирно известный рэпер Шуга родился в невероятно бедной семье в южном городе Тэгу. Денег катастрофически не хватало даже на самую простую уличную еду и дешевые автобусные билеты. Бедность была настолько удушающей, что ему приходилось постоянно выбирать между ужином и поездкой домой. Если он покупал дешевую горячую лапшу, то потом вынужденно шел пешком несколько долгих часов. Когда мальчик начал писать свои первые песни, его родители пришли в абсолютно неконтролируемую ярость. Они безжалостно рвали его исписанные тетради с текстами и жестоко выбрасывали их в мусор. Отец и мать искренне считали, что музыкальная индустрия полностью и окончательно разрушит жизнь сына. Они отчаянно хотели видеть его стабильным государственным служащим, чтобы он никогда не знал голода. Из-за этого страшного непонимания между подростком и его семьей образовалась гигантская черная пропасть отчуждения. Юнги был вынужден навсегда уйти из родного дома, чтобы попытаться выжить в холодном Сеуле. Он работал обычным простым курьером на скутере, развозя еду под проливным дождем ради копеек. В один по-настоящему ужасный день молодой парень попал в серьезную аварию и раздробил плечо. Он панически скрывал эту тяжелую травму от руководства агентства Hype, смертельно боясь скорого увольнения. Юнги закрывался в крошечной тесной ванной комнате, чтобы никто не слышал его громких истерик. Музыка стала для него единственным доступным и надежным способом навсегда избежать сумасшествия жестокой реальности. Родители невероятно долго отказывались поддерживать его, игнорируя самые первые скромные концерты начинающей корейской группы. Лишь спустя много трудных лет, увидев сына на гигантской сцене, они горько разрыдались вместе. Этот искренний момент прощения стал самым сильным эмоциональным потрясением в жизни замкнутого серьезного рэпера. История Ким Тэхёна разрывает сердце своей невероятной болезненной простотой и глубокой искренней чистой любовью. Этот парень с идеальной внешностью вырос в очень бедной семье обычных трудолюбивых корейских фермеров. Его раннее детство прошло среди пыльных бескрайних полей, где он искренне мечтал стать крестьянином. Из-за изнурительной тяжелой работы родителей воспитанием маленького мальчика постоянно занималась его безгранично любящая бабушка. Именно она стала для него самым главным человеком, заменив вечно занятых отца и мать. Тэхён часто со слезами вспоминает, как старенькая бабушка отдавала ему последний кусок сладкой дыни. Когда мальчик собирался переезжать в богатую столицу для стажировки, его мать совершила отчаянный поступок. Она потратила все накопленные скудные сбережения семьи на покупку невероятно дорогой яркой красной куртки. Женщина до смерти боялась, что обеспеченные городские подростки будут жестоко издеваться над ее сыном. Другие будущие участники группы сначала ошибочно подумали, что этот странный новичок родом из элиты. Когда богатые трейни хвастались заграничными поездками с родителями, Тэхён всегда тихо молчал в стороне. Смерть любимой старой бабушки прямо перед первым большим успехом стала страшным ударом для парня. Он горько плакал прямо на огромной сцене, признаваясь тысячам фанатов в своей невыносимой утрате. Теперь он покупает родителям роскошные гигантские дома, но никогда не забывает свое скромное прошлое. Сияющая улыбка Джей Хоупа всегда скрывала невероятно сложный и болезненный конфликт с родным отцом. Глава их консервативной семьи работал строгим уважаемым учителем литературы в обычной средней школе Кванджу. Этот суровый преподаватель категорически не одобрял безумную страсть своего энергичного сына к уличным танцам. В доме постоянно вспыхивали громкие агрессивные ссоры, из-за которых напряженная атмосфера становилась абсолютно невыносимой.
Но в этот самый мрачный жизненный момент на помощь талантливому мальчику пришла преданная мать. Отважная женщина молча собрала свои скромные вещи и уехала работать в другой чужой город. Она трудилась без выходных вдали от дома, отдавая все заработанные деньги ради мечты Хосака. Именно поэтому свой самый первый сольный музыкальный трек «Успешный айдол» посвятил исключительно героической маме. Песня стала искренним публичным извинением за те тяжелые лишения, которые она перенесла ради сына. Сегодня строгий постаревший отец искренне гордится сыном, но путь к признанию стоил гигантских усилий. Совершенно иначе складывалась ранняя жизнь лидера великой группы, гениального и рассудительного парня Ким Намджуна. Он родился в весьма обеспеченной интеллигентной семье, где превыше всего ценились академические сложные знания. Мальчик обладал невероятно высоким коэффициентом интеллекта и уверенно входил в 1% умнейших школьников. Амбициозные родители прочили ему блестящую долгую карьеру влиятельного ученого или уважаемого государственного политического деятеля. Когда гениальный отличник заявил, что хочет стать андеграундным рэпером, его мать испытала настоящий шок. Она гневно прятала его дорогие купленные микрофоны и категорически запрещала упоминать музыку дома. Намджуну пришлось пойти на очень жесткий конфликт, проявив невероятное упрямство и стальной внутренний стержень. Он прямо задал матери вопрос, хочет ли она видеть сына счастливым или жалким неудачником. Каждый раз, когда он брал ручку для написания агрессивных текстов, он чувствовал огромную вину. Вину перед матерью, которая годами оплачивала элитные частные академии ради его стабильного безопасного будущего. Этот тяжелый психологический разговор навсегда изменил судьбу одаренного парня и всей южнокорейской музыкальной индустрии. Сломать ожидания собственной влиятельной семьи оказалось гораздо сложнее, чем выучить невероятно сложную сценическую хореографию. История Пак Чимина насквозь пропитана тяжелым психологическим давлением и постоянной борьбой со своими комплексами. Его отец владел небольшим уютным процветающим кафе, и семья никогда не испытывала критической бедности. Заботливые родители всегда мягко поддерживали желание сына стать профессиональным танцором и оплачивали дорогие занятия. Но эта теплая родительская опека обернулась для ранимого подростка невероятно тяжелым грузом гигантской ответственности. Чимин смертельно боялся случайно подвести свою любящую семью и разочаровать отца, поверившего в талант. Из-за этого тревожный парень регулярно доводил себя до страшных голодных обмороков в душном зале. Он спал всего 3 коротких часа, пытаясь достичь абсолютно недостижимого совершенного идеала в танцах. Тень идеального послушного сына, которого ожидали увидеть родители, преследовала его на каждом мировом туре. Когда испуганный отец узнал о жестоких изнурительных диетах сына, он умолял его немедленно остановиться. Но безжалостная машина корейского шоу-бизнеса уже запустила свой разрушительный внутренний механизм уничтожения самооценки. Чимину потребовались долгие сложные годы работы с профессиональными психологами, чтобы научиться любить собственное тело. Даже сейчас, владея миллионами долларов, он постоянно сомневается в своем собственном таланте и внешности. На фоне всех этих мрачных драм биография Ким Сак-джина кажется настоящей красивой голливудской сказкой. Он родился в невероятно богатой элитной семье влиятельного генерального директора крупной успешной корейской корпорации. С самого раннего беззаботного детства мальчик абсолютно ни в чем не нуждался, получая лучшее. У него были закрытые престижные школы, дорогие заграничные поездки и гарантированное светлое будущее бизнесмена. Властный требовательный отец всегда учил его строгой железной дисциплине, которая невероятно сильно помогла позже. Зачем сказочно богатому наследному принцу империи нужно было идти в жестокую рабскую поп-индустрию? Джин отчаянно хотел доказать себе и влиятельному отцу, что может добиться успеха абсолютно самостоятельно. Он сознательно навсегда отказался от родительских бесконечных денег и безропотно терпел жестокие издевательства критиков. Этот богатый парень делил тесную грязную комнату с 6 другими подростками, поедая самую дешевую еду. Он быстро стал заботливым старшим братом для остальных голодных участников, готовя им горячие ужины. Несмотря на элитный статус своей семьи, он никогда не ставил себя выше бедных парней. Его семья втайне невероятно гордится этим упорством, хотя изначально считала музыку лишь глупой блажью.
Джин навсегда променял свою комфортную золотую клетку на кровь, пот и бесконечные горькие слезы. История самого младшего участника, юного Чон Чингука, вызывает совершенно другие, но потрясающе сильные эмоции. Его семья была абсолютно простой, без огромных скрытых богатств, но с колоссальным запасом любви. Главная жизненная трагедия заключалась в том, что родители отпустили его в жестокий Сеул рано. 13-летний маленький ребенок оказался совершенно один в гигантском чужом мегаполисе, вдали от заботливой матери. Чингук часто тихо плакал по ночам в подушку, смертельно тоскуя по теплому безопасному дому. Старшие участники группы буквально заменили ему настоящих родителей, воспитав из стеснительного ребенка мировую суперзвезду. Сложный переходный возраст Золотого Макне прошел не дома, а под прицелом сотен телевизионных камер. Он навсегда потерял возможность быть простым подростком, беспечно гулять с друзьями и наслаждаться свободой. Его родители наблюдали за стремительным взрослением сына исключительно через яркие экраны телевизоров и смартфонов. Вся его обычная человеческая молодость была принесена в жертву ради создания идеальной музыкальной машины. Эта болезненная ранняя разлука навсегда наложила глубокий отпечаток на характер парня, сделав его сильным. Сегодня он покупает старшему брату роскошные квартиры, пытаясь отчаянно компенсировать годы вынужденного горького одиночества. 7 абсолютно разных сложных судеб, 7 непохожих уникальных семейных историй слились воедино навсегда. Их длинный путь начался от беспросветной голодной нищеты и закончился невероятным богатством и славой. Ни одни гигантские родительские деньги мира не способны купить настоящий выдающийся талант и преданность. Но именно эти тяжелые и болезненные отношения с близкими людьми закалили характер легендарных корейских парней. Они смогли искренне простить своим строгим отцам непонимание, а матерям отплатить за великие жертвы. За каждой ослепительной фальшивой улыбкой айдола прячется уставший ребенок, жаждущий простого домашнего тепла. Легендарные BTS сломали не только жестокую индустрию, но и вечный сложный конфликт поколений. Обязательно пишите в комментариях, чья именно тяжелая семейная история потрясла вас до самой глубины. Не забудьте поставить большой лайк этому видео и обязательно подписаться на канал Korean Stars. Впереди вас ждет еще больше мрачных страшных тайн и шокирующих откровений о ярких звездах. До скорой встречи в новых захватывающих роликах о скрытой стороне жестокого корейского шоу-бизнеса.